Всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня я кратко расскажу вам о 10 квадратных часах, которые у меня есть, либо были на обзоре, либо по каким-то причинам я не стал их обозревать, хотя их купил, допустим, по-моему, те же Blitzwolf, которые являются точной копией Lenovo, но в то же время сегодня, допустим, я рассказал о последней копии, логично, каких это вот наших любимых яблочников. Яблочники оригиналы у нас здесь. Нет, вот яблочные оригиналы. Вот это вот у нас последние хейловские часики от Xiaomi. Но для начала я сейчас расскажу основу сегодняшнего нашего стрима. В первую очередь для стрима у меня теперь будет отдельный канал. Сам канал в описании, ссылка на него. Там я буду проводить розыгрыши, там стримы будут проходить чуть-чуть чаще и чуть-чуть в более свободной форме. Почему я это делаю? В первую очередь потому, что за стримы мне приходят определенные нехорошие письма и от YouTube, и от производителей. Поэтому я решил чуть-чуть дистанцировать основной канал, на котором я практически ежедневно для вас выкладываю ролики, от этого дела. В первую очередь почему? Потому что в конце каждого месяца, я еще раз вам напоминаю, я разыгрываю 5 фитнес-браслетов Mi Band 4. Сегодня у нас не конец месяца. В прошлом стриме мы с вами как раз разыгрывали 5 фитнес-браслетов. 3 человека объявилось, 2 человека нет. В описании к видео последнего стрима можете посмотреть. Может быть, как раз вы и победили. Вот. Основу сказал, теперь не основа. Очень много различной дезинформации есть по поводу вообще всех умных часов, которые существуют на рынке. Почему? Потому что все мы предполагаем, что это как мини-компьютер. Даже когда вы покупаете за 35 тысяч Apple Watch, вы всегда забываете, что работают они сутки. Когда вы покупаете Amazfit Bip, вы надеетесь, что это не будет трансфлективный дисплей. Когда вам говорят купить Amazfit Bip Lite, вы забываете, что GPS... Суровый дядя, все норм. Со всеми поздороваюсь, на все ответы, на все вопросы, как всегда, отвечу чуть-чуть позже. Сейчас основная информация. Так вот, как только вы покупаете Amazfit Bip Lite, вы не спрашиваете, почему они стоят так же, как Bip, практически чуть-чуть дешевле. Вообще, зачем они нужны? У меня на них даже обзора не было, хотя я потратил те же 4000 рублей. Они не имеют GPS, но имеют лучшую защиту от воды. По-моему, если не соврать, IP67. Проще говоря, в них можно плавать. А вот эти часы, которые по заявлению последнего нашего, по-моему, миллионника, не имеют защиты от воды, имеют защиту от воды IP68. То есть в конце восьмерочка, это значит, их можно прямо капитальненько топить. А в первую очередь их можно топить даже не потому, что там восьмерка, а потому что стоит в Китае не 900 рублей, а в России их реально, наверное, купить в районе 1,5, тем более большинство разочаровавшихся. Они как только вышли, у них была ужасная прога, все было на английском, сейчас все на русском, и это хорошо. Не стоят они своих денег, конечно же, из разряда того, что стоит ли покупать Mi Band 4, лучше купить Mi Band 4. Почему? Потому что там функционал более отточен. Здесь может быть его в каких-то местах больше, но в целом, конечно же, поддержка миллионных девайсов, которые продаются сотнями тысяч штук по всему миру, намного лучше, чем поддержка вот этих часиков, но в то же их также по 1000 продают. Все, кто девочки или девушки есть на канале, вас с 8 марта от души. Единственное, чего вам можно пожелать, это не забывать, почему 8 марта так важен для всего мира. Это потому, что мы с вами равны. Вы, конечно, прекрасная половина населения, но когда-то в какие-то времена, и не один десяток лет, и до сих пор этот процесс продолжается, женщины у нас постепенно приобретают равные права. К сожалению, я считаю, что до сих пор это еще процесс не закончен. Но с праздником вас! Оставайтесь такими же милыми, хорошими, добрыми и являйтесь не то, что поддержка. Для меня женский пол это в первую очередь как солнышко за окном. Нет солнца, но зато любимая рядом. Вот и все. И это не какие-то красивые слова, а это и правда вот мотивация. Мотивация, почему мы должны существовать, почему жизнь и почему дальше копать. Но мы не об этом. Все-таки по поводу часов. Умного будильника в этих часах нет, конечно же. Это те, что были последние на канале. Сейчас на стриме не очень много людей. Вы не удивляйтесь, почему. Потому что полчаса назад я выгрузил про них ролик, и большинство людей его сейчас смотрят. Потому что, наверное, было в основном позитивное все об этих часиках, потом миллионник понял, что на них не заработать. Я констатирую факт, суббренды Xiaomi не дают денег блогерам, поэтому миллионники очень часто их хейтят. На чем проще всего прохейтиться? Как бы часах, которые стоят 9 сотен. Правильно? Почему здесь лежит остальная вот эта вот вся
образно говоря, лабутень. Есть эпичные часы, это Mi Watch, есть Apple Watch 5 серии, есть реплика, за которую я тоже уже хапанул, и есть реплики, ну опять же, это все реплики, есть реплики просто с именами, типа Блицвульфов. Вот это вот нет, вот эти Блицвульфы, на них у меня даже, по-моему, не было обзора, потому что я сделал обзор на Lenovo Watch, и они точно такие же. Может быть, и на эти потом сделаю, но сейчас смысла пока не вижу. Вот эти какие-то мрачные реплики. Это мрачная реплика, на нее, по-моему, М8 был даже обзор. А на все остальное, это, я скажу, даже полураритеты. Почему? Потому что здесь лежит Amazfit Health, который считает ЭКГ. Кукусики, да, в Китае это дело работает. Насколько хорошо это работает, судить не мне, потому что этим делом пользоваться, к сожалению, я не могу. Соответственно, и не вам. Но обзор на него был на эти часики стрим. Я не уверен, что их вообще можно купить за территорией Китая сейчас. И еще раз всем привет. И мораль такая, что ну, они крутые. Крутые по самой попытке сделать функционал с ЭКГ за, по-моему, 1012 или 15 я отдавал все-таки. Я не помню, я на GD их покупал, только их там продавали так же, как Amazfit Nexa. Продавался на тот момент, когда я покупал, только там. Из эпичных часиков также, конечно же, Mi Watch, на который обещали глобалку в феврале. Можете меня поправить, но, как я знаю, ничего не вышло. Не забывайте, кстати, прожать лайк за труды, написать в комментариях, что еще купить для обзора. Вы удивитесь, если вы посмотрите последний месяц, как много девайсов, которые вы советовали, я купил. Не хайповых девайсов, но дорогих. И поверьте, еще минимум неделю я вас буду радовать подобными штуками, о которых люди могут рассказывать только если им заплатили. Допустим, те же наушники Razer за 8000 без ничего, которые недавно были на канале, или саундпики за 2000, которые вот-вот закончат вообще существовать в продаже, висят в стоке уже, наверное, полгода. Вот. По поводу умных будильников и же с ними, я не буду ничего из этого разыгрывать, все розыгрыши, условия в описании к стриму. Возможно, часы еще какие-то будут разыграны, и не одни, но не сейчас. Дальше проходимся по вот тому, что вы видите. Ничего супер-мега крутого из того, что вы сейчас можете наблюдать, в принципе, на просторах мировой глобальной экономики нет. То есть самые крутые часы сейчас это Apple Watch 5 серии. Для спорта, конечно же, Garmin, Suunto и Polar. Все остальные форм-фактора квадрат стараются сделать что-то похожее. То есть те же Samsung, по-моему, еще не делали квадратных часов. Соньки, может быть, но я не помню. Ну, в общем, из более-менее адекватных цен до 15 тысяч. То есть вот эта штука лежит 35, это там, по-моему, до 15, и все остальное до 15 тысяч рублей. Это вообще 5. Это по 2. Лемфа вообще мрак. Лемфа здесь, если вы не заметили, даже не лежат, потому что эту фирму за фирму я не считаю. За бренд, хорошо. Этот бренд, за бренд я не считаю. Сразу поправляюсь, вдруг для вас это слишком страшная штука. Про автономность. Соответственно, вот идут часы, я сразу вас проконсультирую. Потом про пульсомер расскажу. Apple Watch, автономность сутки. Amazfit, это, по-моему, у нас обычный бип до 40 дней. Health до 10 дней, как я помню. M8 около недели. С Mi Watch я даже подходить к ним не буду. Там немного, может быть, двое суток даже. Это не потому, что я не помню, потому что все зависит от того, как они сейчас улучшили прошивку. Можете посмотреть лучше всего комментарии к обзору на моем канале. Я их не хейтил. Еще раз, по моему мнению, это прям великолепные часы за свои деньги в том же Китае. Как только у них появится глобалка, напоминаю, вот с этого дела можно звонить. И вот с этого дела можно звонить. То есть вставлять туда eSIM, прошивать туда eSIM. Благополучно здесь есть микрофон, динамик, и все, и все. И больше нам ничего и не нужно, по большому счету. Мы получаем за 15 тысяч то, что стоит 35. Да, здесь хуже коробка. Да, здесь может быть какие-то, логично, хуже экран. Но по всем остальным показателям я не скажу, что Apple Watch прям идеальный. И они тоже подлагивают, напоминаю. По поводу еще автономности, дальше идем. Вот эти часы, это последние Halo LS01. Те, кто говорят, что у Halo одни часы, они ошибаются. Можете погуглить, я не буду сейчас спойлерить. У Halo есть еще часы. О них я рассказывать не знаю, буду или не буду. Посмотрим, как зайдет ролик на эти часики. У них, соответственно, автономность до 20 суток. Это если вообще ничего не делать. Если их юзать чуть-чуть, то 10 дней. Заявлено 14. Это Amazfit Bip Lite. Те же тапки, что Amazfit Bip, 40 дней где-то могут жить при желании. Это у нас репликоид, это Ива чего-то там, наверное,
Сутки двое. Я в обзоре говорил, я сейчас просто не хочу о них особо распыляться, потому что, если вы заметите, обзора на канале уже нет. Вот это вот дело живет блицвульфовское, я и не помню, по-моему, неделю. Это мракобесие я даже не тестировал по количеству суток, не потому что они мне дико не понравились, мне дико не понравился ремешок. Я не знаю, как вам объяснить, но когда я заказываю там много товаров, дешевых относительно, у меня, слава богу, есть какая-то, ладно, мне просто везет, у меня есть возможность выбирать, о чем рассказывать. Это знаете, как у меня спрашивают саундпики, почему не рассказываешь? Они лежат, я их тестю. Джибельки, ну, конечно же, тестю. И все постепенно. О чем хочу, о том и рассказываю. Вот. Не забываем прожать лайк за труды. Сейчас со всеми еще раз поздороваюсь, но сначала основную мысль из себя вытяну. По поводу нагрудного датчика. Вот это все использовать с нагрудным датчиком по моим меркам нельзя. То есть, наверное, Mi Watch можно как-то повесить на них. И с Apple Watch я, если честно, по-моему, наверное, можно. Я просто не тестил. Я не понимаю, как вот с этой вот бандурой можно бегать. Ну, наверное, меня просто после MSFit'ов растянуло. Я сейчас еще весы поставлю, и вы посмотрите по количеству грамм. Но опять же, 35 тысяч. 35 тысяч это гармины. Вот это вот пятнашка, и это больше звонит. То есть это все-таки не спортивная штука. Все, что спортивное, вот здесь лежит. Нагрудник на них не повесить. Это раз, ни бипы, ни биплайт, ничего подобного. И самая проблема в том, что не то, что нагрудник не повесить. Все они, конечно же, врут с пульсом. Кто-то мрачно врет, кто-то не мрачно врет. И проблема основная, наверное, для нас всех в том, что вот такой форм-фактор более-менее вывозит только Apple Watch. Хоть как-то. То есть прям вот чтобы эпично, чтобы понимать, что вот я купил какой-то крутой девайс. Если по округлым часикам, там и Huawei, и Samsung, это как-нибудь может быть, я еще сделаю обзорчик на него. По ремешкам. Все, что дорогое, идет с хорошими ремешками, все, что дешевое, идет с хламантином. Я, кстати, к хламантину отношу и даже вот эти вот хелфовские ремешки и что-то подобное. Потому что, в принципе, приятно, но выглядит это дело ну, не на 10, не на 15 тысяч, поэтому, наверное, не стоит такие штуки покупать. По подсчету шагов. Даже вот эти часы считают погрешность этих Halo за, там, ладно, на Алишке, на Гербесте там в районе 2000 рублей. То есть вот эта штука адекватно считает шаги. Я тестировал, первый раз из 100 шагов засчитала, и второй раз из 100 97, и третий раз там 96. Больше я не заморачивался. Почему? Потому что бегать начнешь, будут врать как дышат. В прямом смысле. Если не бегать, все будет хорошо. Вот, то есть спортивные функции здесь по большому счету, вот для меня, как человека, который примерно понимает, что нужно хотеть от спортивного девайса, здесь нулевые, потому что если ты не можешь повесить нагрудный датчик, в принципе, все это лабутень. Можно в них плавать, ну круто, там, MSFit Biplite, но нагрудник не повесить, все. Ну, единственное, ты можешь не заморачиваться, что они на тебе висят, и ты можешь включить секундомер для того, чтобы примерно знать. Все эти грибки, они относительно считают, весь пульс это тоже относителен. Дальше, по ремешкам. Ремешки можно докупить. Проблем в этом никаких, кроме цены, допустим. У Apple Watch цены вы сами видели, когда я написал, что в 2 раза дешевле ремешка, или в тексте я сказал, что реально там 2500 фейковые, по-моему. Ну, не фейковые, они вот прям супер оригинальные стоят. По размерам, в принципе, все вот пузатый супер Apple Watch берем. И вот они, Halo, вот не намного, они и больше. А учитывая, что здесь просто мракобесие. По весу сейчас я возьму весы, постепенно где-то найду их. Притом самое ужасное, что я их даже откладывал. Кстати, пишем. Всем еще раз привет, не забываем прожать лайк за труды. Напоминаю, что стримы теперь будут на другом канале. Здесь, конечно, буду выкладывать, наверное, в сообществе. А в принципе, сами стримы не буду проводить уже на канале, хотя людей нас много собирается. Всем спасибо за то, что пришли, но мораль проста. Не стоит топить канал, который приносит более-менее нормальные просмотры для моих обзоров. Надеюсь, обзоры вам нравятся. В комментариях пишем, что в обзорах не нравится. Буду стараться это исправлять, потому что делаю я их не для себя, а для вас. Девайсы, конечно, покупаю для себя. Вот. По поводу всех функциональных кнопок и колесика. Все это, вот это все, кроме Apple Watch, фикция. То есть эти кнопки, они имеют такие там бипы через костыли, эту кнопочку. Здесь то же самое, колесико так себе.
в Mi Watch. То есть, ну, прямым текстом это для красоты. То есть, кроме, извините за повторение, Apple Watch колесико нужно. В остальных девайсах оно так, для включения-выключения. Вот. И напоминаю, что на канале нет мата, нет хамства и упоминания других каналов. Ну, кроме Вилсакома, чтобы посмеяться, либо Андроньюса, чтобы вспомнить, опять же, про то, как он грамотно хейтит Масюсики. Вот. Дальше. Почему я голос твой слышу на других каналах? Римской, скидывай мне ссылки, очень сильно вряд ли, потому что я больше ничего не озвучиваю. А так, по большому счету, ты можешь, в принципе, программкой вытянуть текстовку и можно накладывать мой голос. Но мой голос точно не является идеальным для озвучки обзоров. Вот. Он не поставлен. Обзоры нужно озвучивать чуть-чуть по-другому. Вот стримы более-менее. Apple Watch 3 однозначно дикий ежик стоит своих денег. Вообще вся линейка Apple Watch своих денег стоит. Просто четко нужно всегда понимать, что вы хотите супер девайс за эти деньги, за 35 тысяч, но за 35 тысяч супер девайс вы не получите. Вы можете купить OnePlus 7T Pro, добавив 10 тысяч, получите супер телефон. А супер часы за 35 вы и за 100 тысяч супер часы не купите в плане того, что когда... Автономность сутки, ну чего от них хотеть? Вот. По поводу графических всех штуковин из разряда игры, еще чего-то, то, что можно делать на Лемфа. Здесь это можно делать только на Mi Watch и на Apple Watch. Все остальное с этим делом не справится, во-первых. Во-вторых, я считаю, что это все бредятина. Покупать себе часы, чтобы в них играть, но это уже высшая стадия идиотизма. С одной стороны. С другой стороны, если я школьник, то мне бы было норм. Я бы из них не вылезал, плюс можно с них списывать, плюс к ним можно подключать наушники и потом что-нибудь слушать. Надеюсь, не во время урока. Вот. На мне Amazfit Stratos 3 на данный момент это верх линейки Amazfit'ов, Xiaomi-шных деток. И, наверное, они мои любимые после Стратоса вторых, но их я не надеваю. Почему? Потому что нужно уже третий тестить. Все-таки они последние, поэтому лучше отвечать на вопросы по этим часам, чем по каким-то другим. Дальше. Что я бы еще хотел добавить по поводу часиков? Все это дело нужно, конечно же, примерять. Спать, вот даже в этом спать более-менее комфортно. В Apple Watch спать не получится, потому что иначе вы не успеете их зарядить. Либо забудете. То есть это так же, как телефон. Но телефоны у них уже живут больше, чем сутки, двое-трое даже у некоторых. Лучше Mi Band, конечно же, купить. Если, говорю, мораль этого стрима такова, что если просто вам нравится данный форм-фактор, то по большому счету, кроме Apple Watch и Mi Watch, ну, Health я не беру, потому что функционал вы их тоже никогда не раскроете. Все это по большому счету как фитнес-браслеты. Да, в фитнес-браслетах уже есть GPS. Ну, конечно, нет автономности, допустим, как у этих супер-супер-мега часов Amazfit Bip и Bip Lite. Нет суперфункционала, как вот у этих часов, что с них можно звонить с eSIM. А вот вся остальная серая масса, ну, по большому счету, это просто часики, как игрушки. И чем дешевле ты их купишь, я сейчас не топлю конкретно за Halo. Почему? Потому что, мое мнение, лучше с умными девайсами начинать дружить, начиная с браслетов. Но прям не можете вы начинать с браслетов. Вот это самый low-cost Halo. Хотя лучше добавить тоже 1000 рублей на какой-то супер распродаже, купить бипы. Но они менее красивые по экрану. Вот. Бипы топ по автономности, однозначно. На Mi Watch, Андрей, должна была выйти глобалка еще в феврале. Так, КР. Я недавно обозревал беспроводной пылесос. До этого V9. Какой бы я посоветовал из двух? РК, я тебе скажу так, что у меня и тот, и другой. То есть я ничего из этих пылесосов не продал, потому что они каждый под свой функционал. Последний, конечно, имеет больший функционал, тем более, если у вас машина, однозначно только его. Сколько стоит Bip Lite? В районе 3. Но сейчас курс летит вверх, поэтому вас ориентировать по цене в рублях мне нужно уже вообще полностью переходить на рубли, на доллары, потому что в рублях не стоит уже запоминать. Да, наш любимый Большунов выиграл. Я очень удивлен, почему по телевизору не показывают лыжников. Ну, это касается аудитории русской, да и не русской, какая разница. Я, допустим, болею за за все постсоветское пространство. Я думаю, не стоит перечислять страны. И очень обидно, когда у нас есть топовые лыжники, а показывают не топовых биатлонистов, хотя биатлон я очень люблю.
Lenovo Watch S, сделай обзор, пожалуйста. Diz Elite, если бы вы знали, что Lenovo Watch S, кстати, которые здесь не лежат, лежат у меня дома уже, наверное, полгода. Хорошо, что напомнили, надо их найти. Сделаю. Саш, в каких смарт-часах есть один адекватный умный будильник? Суровый дядя, вот по поводу умного будильника, вообще по поводу даже браслетов, суперфитнес-часов, еще чего-то. Если у вас идет недосып, то есть вы не спите по 8 часов в сутки, это все мрачная лабутень. Это раз. Два, я не знаю, какой у вас прям супер график, что вы можете себе позволить окно в 30-40 минут, потому что умный будильник может и через 30-40 минут разбудить, если увидит, что у вас фаза сна затянулась. Из более-менее адекватных говорят на фитнес-браслете Huawei. Павел, спасибо большое. Зашел просто кинуть денег. Куда ты потом деваешь столько девайсов? Смарт-часы не ношу, убиваю на работе. Спасибо за обзоры. Привет из Воронежа. Привет, Павел. Ты уже самый, наверное, мой узнаваемый подписчик из новеньких. По поводу девайсов. Я уже показывал пакет с часами, с наушниками, еще 2 пакета собрал, потому что планирую потихоньку переезжать. С часами, наверное... я показывал папку с часами, она не полная, то есть нужно тоже по дому пройтись. Но вот в целом еще вот такие часики всякие у меня лежат, и это из тех, что вот прям нужно их иногда тестить. Вот, извините за вот-вот, какой-то день сложный. А к чему это все? К тому, что девайсы это девайсы, это как, не знаю, как фон для меня. Потому что я не уважаю очень сильно людей, которые рассказывают о девайсах, еще раз повторяю, без наличия их на руках. Сравнивать их то же самое. Особенно, если ты занимаешься уже блогингом, ты решил людям рассказывать о чем-то, чтобы сравнивать вот так на стримах. Стримы это крайне невыгодная штука. Если вы хотите подумать, что особенно люди, которые имеют уже каналы, либо которым интересно, зачем я их делаю, я могу скинуть статистику. Из-за стримов у меня уходит очень много подписчиков. Вот. И поэтому, наверное, я тоже выделил канал, потому что многим не нужны диалоги, отдельно понимать людям, что это стрим, отдельно, что видео очень сложно. Напоминаю тем, кто пришел и кто является подписчиками, сходите в описание, подпишитесь на мой новый канал, его активизируют, и в следующее воскресенье я уже буду с него стримить. Там будет чуть-чуть свободнее все, потому что постепенно туда все старые стримы перекину. Напоминаю, что стримы я не удаляю. И розыгрыши я, соответственно, тоже не удаляю. Но те, кто ради розыгрышей, ждите еще 3 недели. 5 фитнес-браслетов Mi Band 4 разыгрываются раз в месяц. В планах есть 10, если кому-то интересно. Но пока попробую с 5. Потяну, тогда будет 10. Дальше. Привет, на электросамокаты будут обзоры. Салгашек. Я расскажу вам про электросамокаты. Во-первых, у меня электросамокаты обзоры будут, но ближе к лету, то есть где-нибудь в июле. Это делай раз. Делай два. Все мои знакомые, кто не купил себе электросамокаты, извините за мой французский, очень быстро нажирают себе жопы. И это проблема, потому что у нас у большинства рабочая атмосфера такая, что мы сидим за компьютерами, большинство из нас, ладно, большинство из тех, кому интересна техника на моем канале. А когда ты еще катаешь на самокате, и у тебя вообще ножки не двигаются, происходит все совсем мрачно. И об этом писал мне не один человек, и не один знакомый. Покупал и потом перепродавал этот самокат. Нужно ходить. Ходить это полезно. Напоминаю, самое главное, что на канале нет мата. Все остальное мелочи жизни. Если хотите поматиться, контакт, Facebook, везде вас жду, везде буду вам рад. Шалом, здорово, Питер. Какие есть дешевые беспроводные наушники с IP68? Ежик, есть топ-10 на канале. Вот смотри, фразы дешевые, они такая. IP68 это не мелочи жизни, они не могут быть дешевыми с IP68. С IP67 еще такой, притом с натяжкой IP67 может быть. Weiser OT1, по-моему, у меня был уже обзор. Нравится ли тебе Amazfit Stratos 3? Андрей, вы можете посмотреть на канале, у меня 2 стрима, если не 3, посвященных этим часам, и около 3 или 4 обзоров с обзором всех функций. Дальше. Привет, недавно в твоей армии еще много не видел еще чего. Квадратные хорошие часы за 2-3 тысячи рублей. Волк, тут как раз мораль, наверное, в том и есть, что все это... есть еще Amazfit GTS. То есть, если вы хотите прям, я их разыграл, поэтому их здесь не лежит. А так 10 штук, 10 красивые цифры. Вот если хотите что-то красивое с более-менее приличной автономностью в 2 недели, это Amazfit GTS. Посмотрите, вот. Сегодня что-то рано начали, не могу присутствовать. Варвар, может быть, затянется это раз, а 2 обычно в 6 так и должны. Просто это я совершаю крайне подлость каждый раз и начинаю стрим как-то поздновато.
Кстати, Варвар обязательно к тебе как полумодератору, потому что ты там тоже будешь модератором. Перейди, пожалуйста, по ссылке на новый стрим-канал, я там буду стримить там. Все стримы перенесу тоже туда. Я тащусь от своих фитбип, отдыхал в Крыму, 2 недели не снимал, плавал не снимая, и все с ними good. Но это отлично, но фитбип на вкус и цвет. Есть ли новости по поводу глобалки? 10 тысяч раз, еще не раз повторю, нет. В феврале должна была появиться, не появилась. Если кто-то знает, когда она появится, пишите в чат, я это оглашу, если кто-то не услышит. Не забываем, что можно стать спонсором канала, не забываем, что можно кидать донаты, не забываем писать обязательно в комментариях, что вы хотите на обзор, потому что какие бы ни были это вещи мне неприятные либо странные, я буду их обозревать и максимально кратко. Вам же советую, если вы не хотите знать мое мнение о каком-то девайсе, просто до слов резюмирую. Смотрите, а когда я в конце говорю резюмирую, это вот под себя делаю, то, каким образом я ощущаю девайс и как я его оцениваю. Вы не обязательно, однозначно у вас может быть совсем другое мнение. А в основной части обзора я всегда рассказываю обо всем. Вот запихиваю туда под самое не могу. Дальше. Смотри, я тут посмотрел, в принципе, если распродажа Redmi почти полностью окупит цену Realme, ничего не понял. В каких часах Huawei адекватный будильник? У Huawei вот GT2, более чем норм. Вообще у Huawei очень хорошие будильники. Обзор на Wiser OT1 не было. Серджа, напишите в комментарии, я их постараюсь заказать. Влад, беспроводные наушники Motorola Wear Buds 110. Будет обзор? Влад, а вы видели обзор на Motorola Wear Buds 400? Сколько я там? 4000, по-моему, на них выкинул. Да, по-моему, 4400 я выкинул на эти позорнейшие, просто мрачные, убогейшие уши. Я не знаю, хорошо, наверное, не знаю. Потому что Motorola, если вы не в курсе, название красивое, только теперь это Lenovo. Lenovo за свои деньги норм, а когда она добавляет вместо Lenovo, пишет Motorola и продает девайсы в 2-3 раза дороже, это уже днище. Притом Wear Buds 110, посмотрите, на YouTube просто море аналогичных ушей, это OEM-ка. То есть они, проще говоря, покупают на китайском заводе какую-то разработку, пишут на них Motorola, может быть еще прошивают и красят и продают вам под этим брендом. Кстати, я сумел оживить свои Baseus W09, сейчас в них море, поздравляю. Интересно как? Окей, Покедова ответ не дождался. Ильдарка Мингазедовнинов. Я не увидел вашего вопроса, чтобы вам ответить. Очень жаль. Без сарказма. В основном я отвечаю на все, потому что нас, когда до 200 человек, сейчас всего 112 сидит, как вы видите, отвечать довольно просто. Я думаю, я не один жду Mi Band 5, я думаю, несколько десятков тысяч человек ждет Mi Band 5, если не сотен тысяч. Александр, спасибо за стримы и обзоры, очень приятно тебя смотреть. Все четко, ясно, лаконично. Есть вопрос, актуален ли Amazfit Verge в 2020? Однозначно, Владка, еще раз повторяю, что моя супруга использует вот эти часы, но только потому, что я ее упрашиваю. Это Apple Watch 5 и очень редко. А в основном это Verge и это для спорта. Как бы так. Красивые они. И не глючат. В чем разница между Bip и Bip Lite? Влад Пор, еще раз, у бипов есть GPS, у лайта нет. У бипов нет достойной защиты от воды, у лайтов Bip Lite есть. Диана, здорово, приветики. Востакука, привет, подскажи, пожалуйста, часы на Wear OS. Востакука, их, во-первых, очень много, во-вторых, единственное, что я могу посоветовать именно на Wear OS, это Apple Watch. Ой, точнее, Xiaomi Mi Watch, но на них нет глобалки, поэтому откатываемся назад, посоветовать их я не могу. Ты уже говорил обо всех часах на столе или только начал? Уже говорил, но вы можете спрашивать. Никаких проблем с этим нет. Обзор на Hello T15 будет? Вот, Серджи уже знает, что это такое. Напиши в комментарии под стримом. Еще раз не забываем подписываться на канал, ставить колокольчик с лайком. И подписываться на стриминговый канал, который есть в описании к видео. Стримить потом буду там. И отвечать также на все вопросы. Передай привет. Топчик, привет. Скажи, что думаешь о Honor Magic Watch 2. Думаю, не тестил. Вот так я думаю. Та-да! Магазин не хотел деньги отдавать и прислали пожелание протестить их с другими устройствами, инструкцию, как их перезапускать. Их рекомендации не помогли, к слову. Мора, а как же ты их оживил? Виталий, привет, дорогой. Неделю с Apple Watch 5 доволен как слон. Поздравляю.
Привет, я от Олеси. Алекс Эпик, очень приятно, но я не знаю, кто такая Олеся. Какие средние бюджетные часы для спорта посоветуешь? Polar M400. Я не знаю, что такое средний, всегда пишите в сумму, лучше в долларах. Дайте мне часы. Ага. Жену с 8 марта я пошел ворота красить. Всем добра. Павел, огромное спасибо. Ты единственный мой донатор сегодня. Дальше. Как думаешь о Mi Band 4? Так, что думаешь, как думаешь о Mi Band 4? Топчик, я не думаю, у меня на него несколько обзоров и суммарное количество просмотров больше 1 000 000 точно. Человеку, который просит вот эту штуку не вертеть в руках, я максимально тихо стараюсь ее вертеть, потому что что-то вертеть надо, если это будет обезьянка, это будет странно. Если тут MSFit GTS? Нет, Валерия, MSFit GTS есть на канале, а свои я разыграл. Вот. И так как я их разыграл, я новые не стал покупать. Позор на меня, но 10 000 мне жалко. Дальше. Вид Волк, привет, прости, я ненадолго. Ты выложил последнее видео, там часы за 19 баксов. И скажи, что Mi Band лучше. Mi Band 4 лучше. Олеся Грибоедова. Алекс Эпик, это очень приятно. Великолепная, наверное, девушка, но я ее не знаю. Привет, будет розыгрыш? Манром, усложните себе жизнь, прочитайте описание. Нет. Жду обзоры на кроссовки. Экок Бабл. Я заказал не меньше 3 пар, я сам их жду, очень. Егор, ты молодец. Егор, вы тоже молодец. Спасибо. Владка, вам спасибо, что смотрите. Бип экран отклеился и батарейка из-за попадания воды стала держать 2-3 часа. И Факил. Ну, неудивительно, потому что все-таки, во-первых, они выпускают их море. А во-вторых, они не прям супер-мега часы такие. Они просто за свои деньги с GPS и автономностью такой уникальны. Вот. И аналогов их нет. Я подписался на тебя. Егор, спасибо. Это так же, как Apple Watch никто не повторил. Ну вот Mi Watch, Xiaomi Mi Watch попытались, но пока глобалки нет, ничего говорить не буду. Инструкция: зажимать сенсор одновременно на 10 секунд, на 20. Короче, на 43 секунды надо зажать. Как купить товар на Алике по скидке? Ты в последнем видео про часы сказал. Диас, все очень просто. Когда вы покупаете на Алиэкспрессе любой товар, лучше, если вы не зарегистрированы, зарегистрироваться. Вы получаете купон первого покупателя 3-5 долларов. Я не знаю, сколько сейчас. Потом вы можете использовать кэшбэк, начиная от того, что я использую в описании к видео. Я его называть не буду. Хотите, пользуйтесь любым. И плюс кэшбэк по карте, в итоге у вас получится даже меньше 19, это если по поводу последних часов. Какой кардиодатчик взять к третьим стратосам? H10 или что-то лучше есть? Лакрас, я не знаю ничего лучше, чем H10, мне кажется, это прям за глаза. Олеся Грибоедова, польза как так? Олеся, ну, я знаю твой ник. Это ты меня не знаешь? Я знаю твой ник, я не знаю тебя лично. Эндрю Кайгородов. Лучшие смарт-часы до 5000. Amazfit Bip. Та-да. Абдул. Привет всем. А какая вторая куртка Xiaomi с гелем не пришла? Абдул, вы меня раскусили. Сейчас мои конкуренты начнут делать на нее видео. Да, я заказал. Идет. Идет в пути. И я ее очень жду. Какие уши до 5000 взять? E10. Миксайдеры. Посмотрите на канале. У меня сейчас в наличии Halo Watch GT2. Что сможешь показать и рассказать о них в 2 словах? Суровый дядя, я могу тебя послать, просто посмотреть мой обзор. Не послать, а посмотреть мой обзор. Там все максимально лаконично, плюс у меня есть стрим на них. Полный. Ладно, ничего. Ладно, ничего. Эндрю, спасибо большое, пожалуйста. Что забавно, разбалансировка в емкостях аккумуляторов правого и левого уха резко снизилась. Была разница около часа. Теперь всего 5 минут. Видишь, Мора, хорошо, что они заглючили. В каком году вышел Stratos 3? По-моему, в конце 19-го. Не очень без глобалки. Там английский есть или только китайский? Вы посмотрите обзор. Смотрите, как я вас сразу заинтриговал. Да если честно, просто они разряжены, а я уже не помню. По-моему... Нет, я по-моему, на них не смог сделать английский. Это на Amazfit Nex я смог сделать английский, а здесь нет. Сиажан. Здравствуйте, что я пропустил? Ничего, сидим, общаемся, стоим, общаемся, болтаем. Еще раз маленькие часики от Xiaomi Halo LS01. Последними шли на канале. По-моему, их даже сейчас неплохо смотрят. Кто не посмотрел, посмотрите. Если вы будете в Китае, их можно купить за 990 рублей, даже дешевле. А если вы не будете в Китае, то тогда 2000. И я не знаю, наверное, лучше купить Mi Band 4. Но это по мне. А так лучше знать своего врага в лицо. Вот.
Хотя я их опять же советую тем, у кого нужны квадратные часики, это первый шаг. Второй шаг, конечно, Amazfit Bip или Bip Lite. Здравствуйте, что я пропустил, уже ответил. Если не считать того факта, что такой шлепотени вообще быть не должно, ну да. Польза, какие наушники лучше взять, Xiaomi AirDots или i12? Redmi AirDots, наверное, Олеся, ты имеешь в виду. Ну точно не i12. Halo GT2 или GT1 возьми. Не обманешься. Или GT1 Pro, но про прошки разные отзывы. Хотя те, кто из моих подписчиков покупали прошки, рады. Можешь показать каждые часы поближе с включенным экраном, мы поглазеем. Нет, не могу, потому что они все разряжены, а происходила подготовка к стриму примерно... Мне сложно очень рассказать как, потому что в 11 часов дня я пришел с работы, кое-как поздравил супругу, кое-как погулял с сыном, кое-как сделал, ну не кое-как, я старался, сделал обзор на эти часы и за 20 минут, как всегда, придумал стрим и сейчас с вами по поводу этого общаюсь. То есть я их не заряжал, мне нужно зарядки, наверное, полдня искать, потому что я им не пользуюсь. Я пользуюсь Stratos 3, Apple Watch 5. Пятый Apple Watch, я думаю, вы и так прекрасно видели, ну вот, как они на сенсор работают, видите? То есть подлагивают. Ладно, понеслись. У меня вопрос. Есть ли галерея в каких-нибудь из этих часов? В Apple Watch есть, в Mi Watch есть. Все. Больше ни в каких. Вот в этих не было. Из галереи есть в Amazfit Verge из дешевых, но они кругленькие. И в Amazfit Nexa. Nexa, ладно, сейчас покажу. Я не помню, в Huawei Watch GT2 были или нет, напомните мне. По-моему, не было. Как-то очень быстро неделя с прошлого стрима прошла. Вот эти вот Nexa вторые, вот здесь есть галерея. И плюс с них еще звонить можно. То есть можете Теле2 прошить туда, по-моему, и все. Погулял с сыном. Это так здорово. Валерия, надеюсь, это не сарказм. Потому что он со мной гулять не любит. Он любит играть в Майнкрафт. Дальше, где же твой ремешок, как у тебя купить на твоих Amazfit Bip Lite? У меня был обзор на ремешки, кстати. Стрим на ремешки можете посмотреть на канале. Уже, наверное, на другом канале завтра, если вы решитесь это сделать завтра. А так, он быстро приходит в негодность. Это пролайтовский ремешок. И стоит он, по-моему, рублей 160. Не забываем подписываться на канал, не забываем сейчас прожать лайк за труды, за то, что я с вами общаюсь, потому что, поверьте мне, очень много подписчиков убежит после стрима. Не любят подписчики стримы, поэтому подписываемся на другой мой канал со стримами. Та-да, если они вам заходят. Не сарказм. Спасибо, Валерия. Когда сделаешь обзор на паленые Samsung Buds? Когда с меня снимут ограничения DS? Я же еще раз говорю, я уже один из тех каналов, на которые люди... Вот. И людям не нравится, что я делаю на такие вещи обзоры. Соответственно, если вы видите у кого-то такие обзоры, значит они сами. Да не, я шучу. Просто мне не повезло. Наверное, хорошие обзоры, поэтому меня за них банят. На копии мне не стоит здесь выкладывать. Опять же, на том канале, может быть, буду выкладывать. Почему нет? Потому что я его не собираюсь делать большим, а так для души. Так же, как и этот, но это тоже какой-то большой для души стал, правда? Польза. Есть обзоры на наушники? Есть более 100 обзоров на наушники в плейлисте Bluetooth наушники на канале. Это только по беспроводным. Плюс еще там по проводным, я не знаю сколько, штук 20-30. У вас вкл. Что вкл? Вкл? Где вкл? Не знаю. Вот, был стрим, но не всех их смотрят. Надо еще видос про ремешки будет туда послать. Я вообще все туда закину, потому что у меня было 30 стримов, если не больше. По-моему, 30. Я поставил лайк уже, Егор, спасибо всем, кто поставил лайк, огромное спасибо всем, кто подписался на канал, а кто подписан, не забываем прожать колокольчик, посмотрите, сколько обзоров на канале, я практически каждый день что-то пилю, вот, и мне нужно знать ваше мнение, если вам не сложно, а я думаю, вам не сложно посмотреть 5 минут про новый девайс, обычно альтернативное мнение, потому что стараюсь я все-таки узнать что-то плохое, чтобы быть особенным, чтобы вы смотрели именно меня, и вот. И писать мне, что вам еще интересно, чтобы я по горячим следам мог ответить на тот или иной девайс. Если вы заметили, опять же, несмотря на то, что у меня больше сотки подписчиков, практически на все комментарии я отвечаю. Лайк значит, что я ваш комментарий прочитал. Если комментарий требует ответа, который не будет на стриме, я обычно отвечаю. Если на стриме это возможно, то не отвечаю. Лукас занес, пошел дальше. Пара, спасибо большое за Лукас. Посоветуй, пожалуйста, рюкзак, который в офис таскать можно бы было. Пример Бобби Бизнес, но давать за него 8К жалко. Лакрос.
Вы как в воду глядели. Последний, позапрошлый обзор на Xiaomi, Xiaomi Multifunctional Backpack второй версии был на канале, я его купил, потому что первый я убил. И там даже 17-дюймовый ноут вылезает. А такого же типа, как за 8000, есть у меня один рюкзак. Я на него сделаю обзор, но он тоже где-то 8 стоит. Почему ты не продаешь ненужные гаджеты после обзоров, чисто для стримов? Суровый дядя, потому что у меня нет времени, потому что я очень много работаю. Я еще раз повторяю, я сегодня с утра пришел в 11 домой. Это значит, что я вчера с утра ушел на работу, а сегодня пришел. Вчера ушел, по-моему, в 7. Вот, все очень плохо, очень плохо. Нет времени у меня что-то продавать. Что скажешь про наушники QCY? Я-то покупаю на обеде все. Какие Meizu Pop лучше взять, первые или вторые? Стас, а вы посмотрите обзоры, по большому счету они сильно не отличаются. Но и там много брака. Какие больше по душе? Если вам не нужна беспроводная зарядка, берите вторые, они дешевле. Я про то, что на этом канале 5-минутное видео или короче про ремешки. Да вроде нет, Мора, нету. Аури, здорово, хорошо, что вернулся. Ты можешь мне отдать часы одну пару, пожалуйста? Егор, часы парами не измеряются и ничего не отдаю и не раздаю. У меня семья большая и знакомых тоже хватает. Дарить дарю, но не на канале только разыгрываю. Якоб, здорово, ты дошел до нас. Привет. Алекс, привет. Аури, попрошайки. Да норм все, ну что. Дальше, Сережан. Намного ли лучше Apple Watch 5 серии, чем часы на вашей руке? Это абсолютно разные девайсы. Это спорт, это лайфстайл, скажем так. Будешь снимать видео с предметами для кухни? Ильяс, да. Летом я перееду в квартиру новую и там уже разойдусь по-нормальному. Сейчас я живу в 28 квадратах. Тогда я вернулся, глянул как раз про часы, про которые спрашивал. Короче, брать Halo? Нет, Ильдарка, возьми Mi Band 4. Лучше, если у тебя его нет. Егор, ну жаль, все бывает, так сказать. Вот надо сделать. Про ремешки сегодня серьезно мора. У меня тут девайсов, наверное, штук 20, про которые мне готовы, не знаю, задушить меня, чтобы я рассказал о них побыстрее. Алекс, канал лучший, спасибо большое. У меня лучшие подписчики, поэтому и лучшие зрители. Поэтому и канал норм. Главное, мата нет и хамства по минимуму. Дальше. Нет, мне не нравятся браслеты. Был у меня Mi Band 4, в том числе Эльдарка, но по функционалу оно хуже, чем Mi Band 4 по мне. И по тому, как туда и что зашили. Если я предложу выкупить у тебя одни часики, сможешь выслать? Суровый дядя, здесь не магазин. Нет. Будешь? Не знаю. Нет, наверное, не надо это. Зачем этим заниматься? Пока все норм. Серчип, всем привет. Пока нашел, ждал на другом канале. Ага. На новом канале нет. В этот раз нету. Давай хотя бы сотенка туда придет людей. Друзья, еще раз напоминаю, что все, кому более-менее зашел этот стрим, и кому интересны подобные стримы, они будут тематические. Здесь я максимально честно рассказываю вам о каких-либо, не знаю, девайсах новых, сравниваю их без прикрас. Возможно, это не очень лицеприятно для некоторых, особенно для владельцев девайсов, но в принципе полезно. Там у нас уже 50 человек, надеюсь, что туда до сотни человек придет. Еще почему, кстати, нужен новый канал, потому что, напоминаю, что я практически ежедневно выкладываю ролики, и сегодня, допустим, я выгрузил ролик, и после этого заявил стрим. И оповещение, значит, людям не пришло. То есть YouTube высылает оповещение один раз за сутки. Значит, в воскресенье я не должен выгружать ролик, а я хочу выгрузить его. И стрим хочу сделать. И в итоге получается вот такая вот ситуация, как сегодня, что люди просто не знают о стриме. Если бы был только ролик, нас бы сейчас было человек 200. На самом деле каналу доверяешь намного больше, чем другим, обзоры смотрю только тут. Ваня, я не претендую на прям супер объективность, но здесь, наверное, магия у нас основная в том, что люди подобрались, раз, многие с деньгами, с большими, чем у меня, два, с сознаниями больше, чем у меня. И мы как-то делимся мнением, и это хорошо, и вот так оно и получается. Я прислушиваюсь к вам, вы прислушиваетесь ко мне. Вот. Такая тусовка. Мне самому очень нравится, поэтому я провожу стримы. Лучше, конечно, наверное, с точки зрения развития канала, делать ролик в это время и потом его выкладывать. Вместо этого мы говорим: привет, я только что пришел, расскажи, какие лучшие часы, которые у тебя на столе. Apple Watch 5 серии, та-да, лучшие. Дальше.
Какими наушниками пользуешься на данный момент? Не скажу, завтра узнаете, потому что Сарижан я пользуюсь наушниками, пока их тестирую. Но это те уши, которые меня очень просили, на которые меня очень просили сделать обзор. Они прям овер дофига стоят. Я прям зол за то, что эта фирма так много берет за бренд. И да, у меня есть уши по 10 тысяч, и по сколько? В основном по десятке очень много. Я не покупаю всякие соньки, потому что, ну, вынь да положь пятнашку, за пятнашку ты можешь в магазин сходить и послушать. И тебя еще 300 тысяч раз поубеждают, чтобы их купить. А все, что до 10 тысяч, вот это стоит кое-как обозревать. Я оба оповещения получил Море, но это уникальный случай. Почему? Потому что сама политика YouTube больше одного оповещения в сутки не приходит. Может, у тебя колокольчик в нескольких местах. У тебя колокольчик, оповещение обо всем. Есть два вида колокольчиков. Вы можете подключиться на оповещение иногда, это когда YouTube выбирает, посылать вам его или нет, или на все. Если подпишетесь на все, наверное, вам приходит. Вангую — это JBL Tune. Валерия, нет, я не бегу за хайпом, это JBL 220. Видишь, рассказал. Валерия, ну ты потому что девушка, тебе нереально не рассказать. Что лучше для Xiaomi, FreeBuds 3 или Vivo TVS? Уганда одинаково, потому что, ну, Xiaomi ничего хорошо, прям супер не играет. Ни с какими девайсами, телефонами Xiaomi. Либо у меня кривые руки, и я как-то плохо даже часы, телефоны, наушники за 10 тысяч подключаю. Либо вот такая лабутень. Уши это от Sony 100%. А AirPods Pro, понятно. Подскажи, как тебе AirPods Pro, Артем, у меня уже месяца 3. Я на них никак не соберусь делать обзоры, и, наверное, 3 вида их фейков. Безумно хочу Apple Watch, но не хочу переходить на iPhone. А надо. Польза есть. Обзор на наушники Interstep на канале. Олеся мне много раз Interstep предлагал свои девайсы. Они даже внешне дно. Я не хочу никого обидеть. Я знаю, что и на Свине кто-то сидит, и на Интерстепе. Но я просто сравниваю с тем, что у меня есть на руках. Допустим, у меня есть Meizu, который я ненавижу. Но у меня есть их наушники Meizu HD60. Они прям крутые. Вот. Если вы берете, допустим, вот есть у меня сейчас топовые JBL-ки. Пластик прям мега топ. По всему остальному, но если сравнивать даже с Huawei FreeBuds Lite, которые в 2 раза дешевле, они хуже. ТЧК. Так, обзор на Xiaomi Mi 10 планируешь? Нет, Диман, это не моя тема. Если рассказывать про часы постоянно, летом начну. Там хотя бы раз в 2 недели. А сейчас, ну, смысл. Всю эту тему уже обсосали по полной программе, и тратить 40 тысяч на что? На то, чтобы рассказать примерно то же самое. Польза есть. Обзор на наушники Interstep на канале. Вообще-то нету. У меня нет Интерстепа на канале, на моем. Будет ли обзор на ноутбук? Ильяс, у меня есть 2 обзора на ноутбук на канале. На мой Asus ROG Strix и на Xiaomi, который я супруге подарил. Уже интересно посмотреть видео про эти уши. Валерия, мне интересно его сделать. Я вот сейчас делаю стрим, а ночью, наверное, буду делать на них обзор. Потому что я их, в принципе, уже протестил по-нормальному. Сделай обзор на Baseus W07. Будет. Добрый вечер всех присутствующих, всех дам, еще раз с праздником. Да, еще раз, девушки, все вас с праздником, 8 марта, это круть. Хорошо, если ваши любимые, правда, не наджазятся в этот день, потому что обычно на 23 февраля мужчины радуются жизни, а на 8 марта женщина. Точнее, наоборот, 23-го женщины почему-то радуются жизни, а 8 марта мужчина. Дальше. Если выйдет компактный iPhone с адекватным железом, может и перейду. Пока приоритет S10. Норм. У меня есть к тебе предложение. Давай я тебе пролайкаю все видосы и напишу комментарий, ты мне на телефон 500 рублей. Егор, ну, за то, что вы таким образом троллите канал, я считаю, что это уже хамство. Та-да! Дальше. Еще раз, если вы начнете мне писать комментарии под всеми видео, я вас, скорее всего, забаню, потому что это очень плохо влияет на статистику канала. Польза, привет. Если не яблочные часы, то какие? Если не яблоко, то это либо, ну, если из квадратных, то есть, как вы видите, лежат квадратные только. Либо Amazfit Bip, либо Mi Watch ждать глобалки. Я бы подождал глобалки. Да, у меня есть фаворит Рамазан среди часов, это Xiaomi Mi Watch, но я жду глобальной версии, пока ее не будет. Они вот как не раскрывшаяся роза. Ну, не знаю, тоже вроде ничего, но нужен хотя бы английский. Хотел заняться бегом и советуют измерять пульс. Какие часы-браслеты адекватно измеряют пульс? Ваня, либо дорогие гармины, либо купи себе нагрудный датчик и подключи его к телефону, бегай с ним пока. А потом купишь себе часы, к нему подключать будешь нагрудный датчик, и вот там будет 100% правильная информация.
Если W07 будешь тестировать, есть ли смысл их сравнить с QCY T5? А может быть я не о том думаю, Мора. Я заказал вкладыши, наверное, это не W07. Да зачем? Они прям не такая супер хайповая фирма. Мне просто интересны сейчас реплики AirPods, как, как вы видите. То есть мне интересны вкладыши, мне они удобные. Затычки тоже удобны, но там и так у меня есть фавориты. OnePlus Bullets 2, допустим, те же Meizu Pop по форме, те же Honor FreeBuds Lite, как и были, либо QCY T5, либо Halo GT2, то есть вариантов уже море. А вот с вкладышами не такая история, там все варианты довольно дорогие. Что говорят, сейчас умный будильник на Mi Watch, может быть, я думаю, будут. Новые Xiaomi беленькие, есть ли в них оповещения от мессенджеров о звонках? Да, Сергей, но они все равно такие, как бы сырые. Сырые, во-первых, во-вторых, дешевые. То есть, когда они выпустят что-то достойное, они стоить будут уже в Китае 1002, а сами 1003. Сейчас это прямо, ну, по железу представляешь, что они заложили туда за 15 баксов. Это рулетка. Нужно четко понимать, что за 15 долларов могут запихать в железку. В корпус, точнее. В моем понимании, это как бы ремешок должен стоить столько, более-менее хороший. W04, они реплика, про версия с беспроводной зарядкой. Значит, да, значит, я не знаю. Что-то я заказал, Мора, я уже не помню. Я каждый день что-то заказываю, чтобы делать каждый день обзоры, нужно каждый день что-то заказывать. Поэтому, что конкретно я заказал, я вот прям 100% не помню. Что пришло, я помню. Ну и опять же, что тестирую на данный момент. Как покупать на Али со скидками? Еще раз тот пацик есть у меня, по-моему, на это обзор на канале. Это раз, а два. Ждать распродаж раз, скопить купоны 2, сажать деревья 3, первый раз регистрироваться перед покупки 4, но не палить ту же карту, и 5, использовать кэшбэк, как, например, как в описании, либо еще какой-нибудь свой, плюс кэшбэк по карте. Вот это суммируете и получаете минимальную цену. Не забываем прожать лайк за труды, кто новенький, кто не новенький, не забываем подписаться на канал, поставить колокольчик, притом выбрать все оповещения, потому что в некоторые дни я выпускаю 2 обзора, либо обзор и стрим. И подписаться обязательно на канал со стримами, потому что здесь я больше стрима, наверное, проводить не буду, но посмотрим. Пока на данный момент не планирую. Вышел уже обзор на BIP S на русском языке. Когда ждать от тебя? Я, если бы знал, что их начали продавать, я бы вам сказал. На данный момент я не видел, где их продают. Вот. То есть, чтобы вам сказать... Нет, вы имеете в виду этих странных людей, которые благополучно берут рекламу и про это болтают, что ли? Ну, в моем понимании это заодно. То есть, я это дело не уважаю. Я не знаю, может быть, когда-нибудь, когда мне... Есть такая фишка, в общем, когда тебе производители присылают материалы, и ты уже сам о чем-то рассказываешь. Но когда ты просто тупо берешь рекламу и решил, там, я сделаю 15 тысяч просмотров, 20, 50. Но это дно. То есть тратить свое и ваше время на домыслы, хотите, тратьте. В молодости, наверное, я бы поступал так же. Наверное, тратил бы. Сейчас мне на это тупо жалко времени. И плюс я уважаю людей, которые меня смотрят. Подписчики все равно есть какие-то, которые смотрят практически все, и рассказывать им домыслы о каком-то девайсе, пока я его не получил в свои руки, ну, такое это дело. Говорю, когда ты назовешь еще отдельно канал какой-нибудь, Польза Ньюс или что-нибудь подобное, наверное, как-то изгаляться буду, тогда вопросов нет, можно говорить. А когда у меня обзоры на этом канале, делать подобное, это дно. Привет, очень хорошая подача информации на канале. Андрей, я очень рад, у вас крутая ава. Привет, есть ли что-то лучшее за Huawei Watch 2 за эти деньги из NFC 7? Бум-бум-бум-бум-бум. Нет, наверное. Маис Авакян. Нету. Салют. Не забываем, кстати, прожать лайк, поставить колокольчик к каналу. И те, кто постоянный, посмотрите, у меня Ава поменялась на канале или нет? Я вроде бы менял. Я много пропустил, Андрей? Нет, ты пропустил всего 53 минуты стрима. Вышел полноценный обзор реального использования BIP S. Это на русском языке, Носпин? Еще раз, мне сказали, на русском языке есть полноценный обзор, потому что я сейчас то, что открыл, увидел исключительно... Нет, подождите. Ну, можете скинуть мне в ВК потом. С полноценным... Это очень интересно, потому что анонсировали они на выставке 4 февраля. Продажи их нет. То есть, где они начали их
где их взяли в первую очередь, эти часы, для того, чтобы вам рассказать о них. Потому что если открыть, допустим, официальный сайт Amazfit, сейчас смотрим, продают ли их или нет. Bip S. Я не вижу, чтобы их продавали. Характеристики все есть. Продавать их не продают. Может быть, их продают в Китае. Ладно, не об этом мы. Выложил ссылку на 4PDA. Окей. Аватарка обновилась. Спасибо, Маис. Алексей, здорово, Носпин на русском. Так, дальше. Давайте дальше. Анонсировали на днях Oppo Smartwatch. Слышал. Хочу купить, обязательно буду рассказывать. Есть какие дешевые часы с возможностью просмотра фоток? Только лем потерян. И я их не советую. Подскажи, пожалуйста, есть ли кроссовки Xiaomi на лапу 300 мм? Нет, только Lining из тех, что я могу посоветовать из китайских. Привет, на Stratos 2 стекло пульсомера норм держится, отвалов не было, у меня не было, но это уже Stratos 3, как вы заметите. ВКонтакте и на втором канале Ава поменялась. Серчик, я имею в виду здесь, на основном канале. One GOG до $40 есть норм? Нет, по мне нету. Не игнорю. На Huawei Watch GT2 нельзя загружать музыку и подключать беспроводные уши. Почему? Можно, просто очень долго нужно передавать музыку. А по-моему подключать в уши, посмотрите обзор, там 5 минут. Я уже не помню. То, что перекидывать музыку 100% можно. Значит, наверное, можно и... Ну, колонка там есть. Колонка, микрофон. Воспроизводить можно. Такая мини-колонка за 12 тысяч. Тут у меня старая Ава твоя. Ага. Но если старая Ава, значит не обновилась. Я не знаю теперь, как обновить Аву. Печаль. Дальше. Нужны для зала часы. В них нужен секундомер, защита от влаги и пыли, управление плеером и обязательно оповещение о звонках и мессенджерах, потому что накрылся телефон не Виблик. Сергей, купи ты Mi Band 4. И будет у тебя вот все, что ты перечисляешь. Но единственное, в Mi Band 4 нельзя управлять плеером во время спорта. Нельзя было. Может быть, уже можно, но, по-моему, все еще нельзя. И, соответственно, вот в этих часах можно. Думай сам. Вот. Ава чуть позже обновится. Не знаю, сутки прошли. Будем надеяться. Дальше Сергей F. Может быть, взять Mi Band 4? Да, лучше всего и взять Mi Band 4, я считаю. Для Huawei GT2 уже нельзя загружать музыку и подключать беспроводные уши. Почему? Можно загружать музыку. Так, все, у нас стрим затухает, вопросов больше нет. А секундомер разве на Mi Band 4 есть? По-моему, был. Почему нету? Друзья, напишите. Так ты можешь просто... Да, есть. Плюс ты можешь активность просто включить, Сергей. И у тебя будет как секундомер. Huawei GT2 в плане спорта сносно себя показывают. Суровый дядя, ты меня просто решил замучить. 334 раз. Часы нормальные. Смотри обзор, он хейтерский, стандартный. Смотри стрим, он тоже, конечно, хейтерский. Делай свои выводы, но опять же... Я плясал от того, что я дал за них, по-моему, 1016. И сейчас они их реально купить за 11. За 11 они норм. Как насчет Amazfit Bip? Норм, все. На Amazfit Bip несколько обзоров на канале, подумайте. Что думаешь об ушках Amazfit? Они будут делать на бренде все, что только можно. Насколько это будет хорошо, увидим. Может быть, сразу хорошо. Мне как раз нужен для отдыха между подходами. Вернее, даже желательно обратный отсчет. По-моему, есть там. Посмотри обзор, там 99% есть. Какие часы на вашем столе не стоят своих денег? Блицвульфы, вот это вот китайская лабутень, конечно же Health, которые вам не будут нужны, конечно же подделка Apple Watch, я бы не стал брать также вот это вот M8 и Beep Lite я все равно не уважаю, потому что без GPS бипы для меня что-то странное. Что-то странное с чем-то. Hello посерединке, почему? Потому что если вы относитесь к нему как к фитнес-браслету, это вообще по большому счету почти все фитнес-часы, кроме Mi Watch и Verge, ладно, но это Verge 2 отдельно лежит, и Apple Watch 5. Марат, здорово, спасибо, очень нравятся твои обзоры и стараюсь смотреть постоянно. Сергей, спасибо, что смотрите. Какие ТВС наушники стоит купить до 2000? Либо Redmi AirDots, либо Halo GT2, посмотрите на канале. Здравствуйте, только посмотрел обзор на Halo LS01, что лучше, Mi Band 4 или они? Если не смотреть на форм-фактор, конечно, лучше Mi Band 4. Какие часы? Все. Есть вопросы еще? Лайки ставим? Лайки.
лайки и подписываемся на стримовский канал, который есть в описании. Там я буду проводить стримы. Супругу с праздником. Спасибо большое. Обязательно Марат передам. Еще раз девушек всех с праздником. Были у меня бипы. За день упало 2 куска от кирпича с третьего этажа. Через месяц накрылся экран. Суровый дядя. Ну, мне кажется, там какие бы часы у вас не были, они бы все равно погибли. А что, я совсем опоздал? Да нет, но просто если будет меньше сотни человек, а сейчас 102 человека на стриме, я думаю, смысл его продолжать небольшой, может быть, в серединке недели сделаю. Потому что вчера все отмечали, сегодня все отмечают, и завтра, скорее всего, все будут продолжать отмечать. Почему бы не отмечать, если завтра еще выходной у большинства? Антон, здорово, всем еще раз привет. Какие у нас вопросы остались? Плюс еще тема, видите, такая довольно скользкая. Привет, какие посоветуешь уши из IP67? Богдан, всегда все зависит от цены и потребностей и девайса, с которым вы соединяете ваши уши. Очень много факторов. Стоит ли покупать Honor FlyPods или что-то другое? Макс Бэйн, у меня есть специальный плейлист топ обзоров, ну, обзоры с топами. Топ-10 обзоров до $10 наушников, топ до 50, топ с лучшим микрофоном. Вот посмотрите там все кратко. И плюс все эти наушники я тестировал. Вы с этих топ-10 можете всегда перейти на обзор про этот конкретный девайс. И в этом конкретном девайсе вы узнаете по максимуму все. Плюс, так как обзоры висят обычно всегда, я же их не удаляю, в комментариях можете узнать мнение пользователей, которые их уже купили. Вот. И лучше прочитайте мнение пользователей, сделайте для себя какую-то общую картину, потому что если вы покупаете в России же за 6-7 тысяч эти уши, это, конечно, перебор. За 3 500 может быть, но тогда, опять же, в Китае, за 3 500 на Алишке они вам придут, возможно, с браком. Все бывает, так сказать. Какие часы с NFC посоветуешь? С рабочим NFC, чтобы можно было платить. Hello Watch GT2, по-моему, там можно. Honor Spots вроде норм. Вроде да. Так, перечисли по-быстрому все, что есть на столе. Mi Watch, Xiaomi Mi Watch, Amazfit Bip, Apple Watch 5 серии, Xiaomi Halo LS, Amazfit Bip Lite, M8. Дальше 5 секунд, иначе мы сейчас потеряем стрим, потому что садится телефон, с которого я стримлю. Так, и все равно он садится, несмотря ни на что и вопреки всему. 5 секунд, продолжу рассказывать вам. Есть. Дальше идет M8, по-моему, потом идет фейк Apple Watch 5. Ива чего-то там. Но это не фейк, просто не знаю как. Похожие часы на Apple Watch, Ива чего-то там. Это Amazfit Health, которые могут а-ля считать пульс. Это у нас Blitzwolf, про которые я даже, по-моему, не делал обзор. Они очень на Lenovo похожи. И это какие-то часы, о которых я тоже не стал рассказывать. Не помню почему. Они мне тоже чем-то не понравились. В общем, если девайс мне чем-то не нравится, я про него не рассказываю. Это может быть подло, но, как говорится, подло, но эффективно. Вот. Как тебе кроссовки Asics? Asics быстрые для меня конкретно. Говорю, по всем кроссовкам нужно всегда мерить все. Нужно бегать в них. Мне идеально по форме это Mizuno Wave Rider. Притом все. Вот. Все остальное, допустим, у меня с соломонки есть для пересеченок. Для зимы есть с шипами. Можете посмотреть на канале. С Asics у них в основном вот под мою стопу такие перепады, что долго я в них бежать не могу, но быстро. То есть там 1,5 километра в них лупить самое то. Нусы какие-нибудь. Дальше. Привет. Стоит ли брать Amazfit Pace? Или я правильно понимаю, что при установке на них Amaz мода можно отвечать в WhatsApp? Не знаю, я Amaz мод не устанавливал, но воды они боятся. Сами оценивайте, насколько это кризисно, потому что я их утопил свои. Бишес ничего не пропустили, стрим как шел, так и идет. Из всех этих пара топов. Mi Watch, Apple Watch 5 серии и Mi Watch. И Amazfit Bip, вот они, 3 часов топовых. Эти такие, Halo LS, так себе. Да, Сергей, счастливо. Sergeant, посоветуйте кроссовки для бега от Xiaomi на 38, ничего не знаю. Слишком маленький размер, только женский Sergeant. Вот, дальше. Да не опоздали вы, просто сегодня, говорю, такая, между выходными всегда такое состояние у людей. Не особо они хотят на стримах сидеть, потому что можно дальше отдыхать. Кому-то бегать, кому-то выпивать. Кому что? Что за лампа на столе на фоне?
Это Лофри, тоже Xiaomi-шный бренд, стоит космос, есть обзор на канале, можете посмотреть. Мне она нравится, такой ламповый стрим получается, да? Почему так много видео про часы и наушники, Ильяс? Что значит? Ну, потому что я их делаю 3 года, потому что что-то новое выходит. А про что? Про машины видео снимать. То, что бипы выдержали такое, это прогресс. Причем экран неделю работал, потом выгорело несколько пикселей, потом восстановились, через месяц завис экран. И в итоге я их расстрелял из привода. Я их расстрелял из привода, я не знаю, что такое привод. Жене на 8 какой-нибудь девайс подарил, Марат, смешно. У нее Apple Watch 5 серии, iPhone 11 Pro Max, что ей подарить? Ноутбук есть, все есть. Все есть. Любовь, главное, есть, остальное все лабутень, если это не сарказм. Я говорю, вещи это вещи, люди, наверное, поэтому и собираются в какие-то семьи. Я не считаю, что моя семья в плену вещей, поэтому вот вы спрашиваете, почему ты не продаешь. Ну, зачем? На стриме зато посидели, пообщались, рассказал, правильно? Может, кому-то помогло. Все-таки канал «Польза» называется. И хотя многие считают, что слишком много желчи, too much hate, но это опять же для кого-то. Для меня, допустим, это необходимость. Я знаю, что если я не расскажу объективно о всех недостатках, многие потеряют деньги. А для кого-то, допустим, для меня те же 10 лет назад 2000 были деньги. Прям, да не, ну не 2, давайте в долларах, 20 баксов были деньги. В школе тем более вообще, откуда там 20 баксов. Я не знал, на что пиццу купить в столовке. А вы говорите про часы за 2000. Сейчас вообще народ нормально живет. Горилла на фоне, Xiaomi-шная. Есть топ-9 на канале Xiaomi-шных этих игрушек, которые у меня используются на обзорах. Сержен, пожалуйста. Дальше. Причем они выдержали 2 выстрела и потом экран треснул. Привод это страйкбольное пневматическое оружие. Теперь я в курсе, и зачем же ты их убил так? Хотя, может, норм. Зато узнал, что они норм. Если можно будет, скажи, бюджетники неплохие на столе до 35 баксов. Кроме Halo LS ничего, и опять же они такие. Из разряда того, что может быть стоит купить, но лучше, наверное, купить Mi Band 4. Вот. Все. Вопросов больше не имеете, я так понимаю. Не забывайте прожать лайк, давайте хотя бы 200 прожмем. Потому что какой-то, наверное, нельзя мне выкладывать ролики прямо перед стримом. Потому что основная масса, конечно, смотрит ролик, а не стрим. Я бы это сделал так же. Что вполне логично. Вот, всем добра. Всем добра. Не забываем подписываться на канал со стримами, которые я сделал. Это, опять же, не для хайпа. Будет нас там 100 человек. Ну, значит, сотенка будет. Единственное, в сообществе, наверное, буду указывать, что там-то стрим. К концу месяца, опять же, там будет розыгрыш Mi Band 4, 5 штук, как всегда. Но это для молодежи, кому интересно. Но, опять же, здесь канал не ориентирован на молодежь, поэтому не думаю, что нас там будет много. Какой у Apple Watch 3 ближайший конкурент? Apple Watch 5. Спасибо за уделенное время. Вам спасибо, что пришли на стрим. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, смарт-часы до $100. Никакие, только фитнес-часы в Италии. Только это какие-нибудь Amazfit Bip. Вот. Или можно купить за эти деньги Stratos 1, то есть это Amazfit Pace. Экран завис, поверх основного экрана отображалось остаточное изображение часов, поэтому и решился. Ну да, смысла нет. Смысла не было. Вынужден покинуть, гости. Я думаю, у всех гости, всем еще раз с праздником. И мужиков тоже, которые обеспечивают праздник нашим любимым женщинам. Девушкам, девочкам, дочкам, тетям, мамам. Всем спасибо, что пришли. Очень ценю ваше время. Спасибо, что цените мое. Напоминаю, что канал Без мата и хамства. Есть еще телеграм-канал, в котором люди друг другу помогают. Там забанят, конечно, за все, что угодно. Но если вы хотите ответ на какой-то конкретный вопрос, лучше всего туда прийти. Вот. Вам спасибо за стрим. Может быть, еще на днях сделаю, потому что надо чаще общаться, и я буду знать, что вам интересно. Пишите, если есть какие-то вопросы. Еще раз добра. Спасибо, что приходили, друзья.